Агата Кристи. Попутчик. Каноник Парфит немного запыхался. Не в том он уже был в возрасте, чтобы гоняться за поездами. Да и не в той форме. С тех пор, как его безнадежно разнесло, он все больше мучился одышкой. Сам каноник, впрочем, предпочитал более благородное объяснение. «Сердце», — смиренно вздыхал он. Плюхнувшись на сиденье у окна, каноник облегченно перевел дух. За окном валил снег, но в купе первого класса царило умиротворяющее тепло. Хорошо, что ему досталось место в уголке. Ночь впереди длинная и тоскливая. В таких поездах давным-давно пора ввести спальные вагоны. Остальные 3 угловых места были уже заняты. Осматривая купе, каноник вдруг в какой-то момент заметил, что сидевший наискосок мужчина приветливо ему улыбается, как старому знакомому. Лицо мужчины было тщательно выбрито, виски чуть тронуты изысканной сединой, а на губах играла легкая ироничная улыбка. Ну, просто типичный законник. Сэр Джордж Дюран, будучи известным адвокатом, действительно был причастен к юриспруденции. «Что, Парфит», — добродушно заметил он, — «пришлось побегать?» «Боюсь, такие нагрузки не особенно полезны для моего сердца», — отозвался каноник, наконец-то узнавший адвоката. «Однако, сэр Джордж, вот так встреча». «Далеко собрались?» «В Ньюкасл», — лаконично сообщил сэр Джордж. «Вы еще не знакомы с доктором Кемпбеллом Кларком?» Мужчина, сидевший напротив каноника, учтиво склонил голову. «Столкнулись на платформе», — пояснил адвокат. «Просто день встреч какой-то». Каноник с интересом разглядывал доктора Кемпбелла Кларка. Это имя было ему хорошо известно. Знаменитый психиатр, последняя книга которого, «Проблемы бессознательного», стала сенсацией года. Каноник увидел перед собой квадратную челюсть, немигающие голубые глаза и изрядно поредевшие, хоть и не тронутые еще сединой, рыжие волосы. Все вместе произвело на каноника впечатление исключительно сильной личности. Каноник автоматически перевел взгляд на 4-го пассажира, почти не сомневаясь, что это кто-то из его знакомых, но этот человек был ему совершенно неизвестен. Мало того, он определенно походил на иностранца. Худощивый, смуглый и решительно ничем не примечательный человечек. Подняв воротник широченного пальто, он, казалось, безмятежно спал. «Каноник Парфит из Брэчестера?» — почтительно уточнил доктор Кемпбелл Кларк. Каноник почувствовал себя польщенным. Эти его научные проповеди уже стали притчей во языцах, особенно с тех пор, как ими заинтересовалась пресса. И недаром ему удалось весьма своевременно уловить давно уже витавшую в воздухе потребность привести церковные догматы в большее соответствие с требованиями и духом нынешнего дня. «С большим интересом прочел вашу книгу, доктор Кларк», — учтиво сообщил он. «Хотя, признаться, без специальных знаний местами приходится трудновато». «Парфит, давайте определимся сразу», — перебил его сэр Джордж. «Или мы спим, или разговариваем. Сам я, признаться, страдаю бессонницей, поэтому...» «А да. Разумеется. Конечно», — подхватил каноник. «Я и сам плохо сплю в поездах, да еще и книга скучная попалась», — он прикусил язык. Доктор чуть лукаво улыбнулся и сказал: «К тому же, когда еще соберешь столь компетентную компанию? Церковь, закон и медицина». «Да уж», — с воодушевлением подхватил сэр Джордж, — «это еще поискать, в чем бы мы не сумели сообща разобраться».
Каноник у нас специалист по человеческим душам, я беру на себя все практические и юридические вопросы, а остальное, от примитивной психической патологии до тончайших психологических проблем, приходится на долю доктора. Сдается мне, джентльмены, любой вопрос так или иначе оказывается в нашей компетенции. «Боюсь, не совсем так», — возразил доктор Кларк. «Вы забыли еще об одной и весьма существенной точке зрения. А именно, мнение человека с улицы, обывателя. Ну, так ли уж это важно? Как раз оно ведь обычно и оказывается дальше всего от истины. Разве нет? Практически всегда. Но зато у человека с улицы есть то, чего неизбежно лишен профессионал, личное отношение к происходящему. А ведь, что там ни говори, мы никак не можем совершенно пренебречь ролью личностных отношений. В моей профессии особенно. Поверите ли, но на каждого действительно больного пациента, обращающегося ко мне за помощью, приходится человек 5, единственная проблема которых заключается в том, что они решительно не способны нормально сосуществовать со своими близкими. Можно называть это как угодно, от колена служанки до пищевого спазма, но причина одна – постоянный стресс, вызванный бесконечными трениями и неумением понять друг друга. Вы, наверное, уже и слышать спокойно не можете о нервах. Сочувственно заметил каноник. Его-то нервы были в полном порядке. Вот. Взвился врач. И вы туда же. Нервы. Почему-то многим это кажется очень смешным. А знаете, от чего он лечится? Вы не поверите. От нервов. Бог ты мой, да от чего же еще лечиться? Мы давно уже научились распознавать и лечить телесные недуги, о скрытых причинах психических расстройств знаем не больше, чем, хоть, во времена королевы Елизаветы. И это при том, что разновидностей таких расстройств великое множество. «Ничего себе», — выговорил каноник Парфит, несколько огорошенный столь суровой отповедью. «Неужели все так скверно? И позвольте напомнить о милосердии, которому, между прочим, вы и ваши коллеги неустанно призываете. В прежние времена человека приравнивали к животному, которое хоть и является обладателем души, но тело, у которого, так сказать, главнее. Обладателем тела, души и духа, деликатно поправил его священник. «Духа?» — переспросил врач с ироничной улыбкой. «А что вы, священники, собственно, под этим понимаете? Что-то вы никогда не спешили внести ясность в это туманное понятие. Напротив, спокон века церковь старательно избегала точного определения». Каноник не спеша откашлялся, но, к величайшей своей досаде, не успел сказать ни слова. «Да как можно быть уверенным хотя бы в том, — продолжал доктор, — что это именно дух, а не духи?» «Духи?» — переспросил сэр Джордж, иронически поднимая бровь. Кэмпбелл Кларк перевел свой немигающий взгляд на сэра Джорджа. «Да», — подтвердил он и для пущей убедительности легонько похлопал его по пальто. «Так ли уж вы уверены?» — без тени улыбки спросил он, что все 7, 47, 70, или сколько уж кому выпадет лет, в этом уютном жилище, в котором явно нуждается наш организм, проживает единственный постоялец? Как всякому дому, этому жилищу требуется подходящая мебель и забота. Но потом вещи ветшают, их владелец начинает потихоньку готовиться к приезду в иное место и в конце концов съезжает вовсе, и дом превращается в груду бесполезных развалин. Хозяин дома вы, кто спорит? Но разве сами вы не ощущаете постоянного присутствия посторонних?
бесшумных слуг, выполняющих всю работу по дому, результатов которой вы попросту не замечаете. Или друзей, а это уже настроение, которые вдруг иногда завладевают вами, превращая на какое-то время, как говорят тогда близкие, в совершенно другого человека. Так что хоть вы в этом замке и принц, можете не сомневаться, что куча довольно темных и сомнительных личностей, ютящихся до поры до времени на задворках, только и ждет, как бы устроить небольшой переворот. «Помилуйте, Кларк», — протянул адвокат, — «от ваших речей становится как-то не по себе. Неужели мое сознание — только поле битвы для антагонистических личностей? Это что же, и есть последнее слово науки?» Доктор пожал плечами. «С вашим телом все обстоит именно так», — сухо ответил он. «Почему с сознанием должно быть иначе?» «Как интересно», — проговорил каноник. «Ох уж эта наука! Чудеса, да и только. Господи, какая из этого получится проповедь!» Подумал он и мысленно потер руки. Доктор Кларк, однако, успел уже охладить к этой теме, откинувшись на спинку дивана, со скукой в голосе закончил. «Собственно говоря, нечто подобное и ожидает меня в Ньюкасле. Раздвоение личности. Очень интересный случай. Пациент, конечно, явный невротик, но о симуляции нет и речи. Раздвоение личности, задумчиво повторил сэр Джордж. Но ведь это, кажется, не такая уж редкость. Если не ошибаюсь, одно из последствий потери памяти. Что-то подобное, помнится, всплыло недавно в одном деле о наследстве. Доктор Кларк кивнул. В качестве классического примера можно привести случай Фелиции Баулт. Вы, наверное, помните слушание по этому делу? Да, конечно, подтвердил каноник. О нем писали в газетах. Но это было давно, очень давно. Лет 7 назад. Доктор Кларк снова кивнул. Эта девушка прославилась тогда на всю Францию. Да что там Францию? Чтобы взглянуть на нее, ученые съезжались со всего света. У нее отчетливо проявлялись по меньшей мере 4 разных личности, получивших, соответственно, название Фелиция-1, Фелиция-2, Фелиция-3, ну и так далее. Кажется, кое-кто поговаривал о возможном мошенничестве. Припомнил дотошный сэр Джордж. Ну, личности Фелиции-3 и Фелиции-4 действительно вызывали некоторые сомнения, признал доктор. Но суть от этого не меняется. Позвольте напомнить, что Фелиция Баулт была обычной крестьянской девушкой из Британии. Она была третьей дочерью отца-алкоголика и умственно неполноценной матери. В один из запоев он задушил жену, насколько я помню, остаток жизни провел на каторге. Фелиции тогда было 5 лет. Какие-то сердобольные люди приняли участие в ее судьбе, и Фелиция попала в приют для нуждающихся детей, который содержала некая незамужняя английская леди. Той, однако, удалось добиться от девочки немногого. По ее отзывам, Фелиция была патологически тупа и ленива. Ее с огромным трудом удалось научить кое-как читать и писать. К рукоделию она оказалась решительно неспособна. Эта леди, мисс Слейтер, пыталась приохотить девушку к домашней работе, и когда та достигла совершеннолетия, даже подыскала ей несколько мест, ни на одном из которых та долго не задержалась вследствие врожденной тупости и невероятной лени. Воспользовавшись недолгой паузой, каноник устроился поудобнее и поплотнее запахнул свой дорожный плед. Ворочаясь, он неожиданно заметил какое-то движение справа. Скосив глаза, он обнаружил, что попутчик их уже не спит,
а пристально наблюдает за ними, причем с таким насмешливым видом, что достойному служителю церкви стало очень неуютно. Он подозревал, что этот иностранец не только внимательно слушает каждое их слово, но и от души забавляется услышанным. На фотографии, сделанной, когда Фелиции было 17 лет, продолжил доктор, она выглядит самой обычной крестьянской девушкой, грубоватой и неуклюжей. Ни за что не подумаешь, что об этой простушке вскоре заговорит вся Франция. 5 годами позже, когда ей исполнилось 22, Фелиция Баулт перенесла тяжелейшее нервное заболевание, после которого, собственно, и начали проявляться все эти странные феномены. Прошу заметить, что излагаемые мною факты подтверждены самыми лучшими специалистами. Так вот, личность, условно названная Фелицией-1, была полностью идентична личности самой Фелиции Баулт, сложившейся и проявлявшейся на протяжении всех 22 лет ее жизни. Фелиция-1 с трудом и многочисленными ошибками писала на французском, не знала иностранных языков и была начисто лишена музыкального слуха. Фелиция-2, напротив, свободно говорила по-итальянски и вполне прилично изъяснялась на немецком. Ее почерк разительно отличался от каракули Фелиции-1, свои мысли на бумаге она выражала четко и уверенно. Она совершенно свободно могла поддержать разговор о политике или об искусстве и обожала играть на фортепиано. Фелиция-3 чем-то напоминала Фелицию-2. Она была также умна, столь же хорошо образована, но в нравственном отношении разительно от нее отличалась. В сущности, это было до предела развращенное и порочное существо, причем развращенность ее была сугубо парижской, словно она выросла в столице, а не в провинции. Она в совершенстве владела парижским арго, равно как и словечками парижского полусвета, и в ее манерах был эдакий дерзкий дешевый шик. Ее лексика была пересыпана руганью, а о религии и так называемых «добропорядочных гражданах» она отзывалась так, что хоть святых выноси. И, наконец, была еще Фелиция-4, якобы ясновидящая, особо крайне набожная и мечтательная, если не полоумная. Однако этот ее четвертый образ был настолько размыт и неустойчив, что закрадывалось подозрение, не розыгрыш ли это, на который явно была способна артистичная Фелиция-3, ей ничего не стоило подшутить над доверчивой публикой, притворившись святошей. Могу добавить, что каждая личность, за исключением Фелиции-4, была вполне целостна, самостоятельна и не знала о существовании других. Доминирующей, несомненно, была Фелиция-2. Ею девушка ощущала себя до 2 недель кряду, после чего на день-другой появлялась Фелиция-1. Ее сменяла Фелиция-3 или Фелиция-4, но эти образы становились ее «я» лишь на несколько часов. Каждый раз перемена личности сопровождалась сильнейшими головными болями, тяжелым сном и полной утратой памяти о предшествующем отрезке времени. Проявившись, новая личность осознавала свое существование с того самого момента, в который ее на время сменяла другая. Словно и не было этого перерыва. «Поразительно», — прошептал каноник. «Просто поразительно. Как ничтожно мало мы еще знаем о чудесах мироздания». Ну, то, что оно битком набито ловкими мошенниками, давно уже ни для кого не секрет, сухо заметил адвокат. Фелицию Баулт осматривали не только врачи и ученые, живо отозвался доктор Кларк. Юристы тоже не остались в стороне. Мэтр Кимбелье, если вы помните, лично провел самое тщательное расследование, подтвердившее выводы ученых. И, в конце концов, почему это должно нас удивлять? Почему яйцо с 2 желтками или сдвоенный банан имеют право на существование, а сдвоенная душа нет? Сдвоенная душа? В смятении воскликнул служитель церкви. Пронзительные голубые глаза доктора Кларка насмешливо уперлись в каноника.
А как еще прикажете это называть? Если, конечно, душа и личность суть одно. Хорошо хоть, природа не часто отпускает такие шутки, заметил сэр Джордж, представляю, что творилось бы в судах, будь это в порядке вещей. Подобные состояния, безусловно, есть отклонение от нормы, и это очень редкая патология, согласился доктор Кларк. Тем более досадно, что не удалось провести более тщательного исследования. Внезапная смерть Фелиции Баулт свела на нет все наши усилия. Если не ошибаюсь, это случилось при довольно странных обстоятельствах, заметил адвокат. Доктор Кларк кивнул. Совершенно необъяснимый случай. Утром ее обнаружили задушенной в собственной постели. Вскоре, однако, было неопровержимо доказано, что она сделала это сама. Невероятно, но факт. Отпечатки пальцев на шее принадлежали ей же. Признаться, довольно необычный способ самоубийства. Теоретически, конечно, возможно, но это требует колоссальной физической силы и невероятной силы воли. Что подвигло ее на этот шаг, неизвестно. Впрочем, о разумной мотивации здесь, видимо, говорить не приходится. Однако факт остается фактом. Загадка Фелиции Баулт навсегда осталась для нас неразгаданной. В наступившей тишине вдруг раздался смех. Собеседники вздрогнули, как от выстрела, и разом обернулись к четвертому пассажиру, о котором успели совершенно забыть. Тот, все еще не в силах унять смех, пробормотал: «Ох, простите меня, джентльмены, ради бога, простите». Не считая легкого акцента, его английский был безупречен. Он, наконец, выпрямился, и из-за ворота пальто показалось бледное лицо с угольно-черными усиками. «Еще раз прошу меня простить», — он шутливо поклонился, «но, право же, когда это за наукой оставалось последнее слово?» «Вы хотите сказать, что вам что-то известно о случае, который мы обсуждали?» С холодной учтивостью осведомился доктор. «О случае?» «Нет». «А вот о ней, да». «О Фелиции Баулт?» «Да». «И об Аннет Рейвел тоже». «А». «Я вижу, вы не слышали об Аннет Рейвел?» А между тем история одной, не более, чем рассказ о другой. Уверяю вас, месье, если вы не знакомы с историей Аннет Рейвел, вы ровным счетом ничего не знаете о Фелиции Баулт. Он вытащил из кармана часы, взглянув на них, сообщил: «До ближайшей станции еще полчаса. Я вполне успею рассказать вам эту историю. Конечно, если вы захотите ее услышать. Сделайте такое одолжение», — спокойно отозвался доктор. «С удовольствием послушаем», — заявил каноник. «С удовольствием». Сэр Джордж Дюран ограничился тем, что изобразил внимательного слушателя. «Позвольте представиться, месье. Летардью. Рауль Летардью. Вот вы только что упомянули английскую леди, мисс Слейтер, посвятившую себя благотворительности. Так вот. Я родился в британской рыбацкой деревушке, и когда мои родители погибли в железнодорожной катастрофе, именно мисс Слейтер озаботилась моим будущим и спасла меня от приюта, но от того, что у вас называют работным домом. Под ее опекой находилось тогда около 20 детей, мальчиков и девочек. Были там Фелиция Баулт и Аннет Рейвел. Попрошу запастись терпением, месье, но если я не сумею объяснить вам, что собой представляла Аннет, вы не поймете ровным счетом ничего. Так вот. Мать ее была женщиной, как говорится, фille de joie, девицей легкого поведения. Она умерла от чахотки вскоре после того,
как ее бросил любовник. Она была танцовщицей, и ее страсть передалась Аннет. Когда я увидел ее впервые, ей было 11 лет, совсем еще козявка, но уже тогда ее глаза были полны призыва, который, впрочем, тут же сменялся насмешкой. Она вся была огонь и жизнь. И я тут же, месье, превратился в ее раба. Стоило ей сказать «Рауль, сделай то», или «Рауль, сделай это», и я опрометью бросался выполнять. Я боготворил ее, и она это прекрасно знала. Бывало, мы все вместе отправлялись на побережье. Я имею в виду втроем, потому что Фелиция всюду таскалась за нами. Там Аннет сбрасывала свои ботинки, чулки и танцевала на песке. А потом, рухнув на песок, чуть переведя дух, рассказывала нам, что она собирается делать и кем намерена стать. Вот увидите, я стану знаменитостью. Да, меня все будут знать. У меня будет целый ящик, нет, целый комод шелковых чулок, самых лучших. А жить я буду в роскошных апартаментах. И у меня будет куча любовников, молодых, красивых и очень-очень богатых. И весь Париж прибежит смотреть, как я танцую. Все будут кричать и просто визжать от восторга. А зимой я танцевать не буду. Я буду уезжать на юг, где всегда светит солнце. Там есть виллы с апельсиновыми садами. Я куплю себе такую и буду загорать там на шелковых подушках и целый день есть апельсины. Но ты, Рауль, не бойся, я никогда тебя не забуду. Я буду тебе помогать и, как это говорят, покровительствовать. А Фелицию, так и быть, возьму горничной, хотя нет, слишком уж она неуклюжая. Только погляди, какие у нее ручищи. Фелиция тут же начинала злиться, а Аннет продолжала ее дразнить. Она ведь у нас такая недотрога, наша Фелиция. Такая вся изысканная да утонченная. Ну, вылитая принцесса. Только больно уж ловко маскируется. Зато, в отличие от некоторых, мои родители были женаты, огрызалась Фелиция. Ага. А потом папочка задушил мамочку. Вот здорово-то. Весело, наверное, быть дочерью убийцы, а, Фелиция? А твой. А твой вообще оставил твою мать гнить заживо. Аннет тут же становилась серьезной и говорила: «Да. Бедная мама. Человек должен быть здоровым и сильным. Здоровье — это все. Я вот выносливая, как лошадь», тут же с гордостью заявляла Фелиция, и это была чистая правда. Она была вдвое сильнее любой из наших девчонок. И она никогда не болела. Но, боже мой, месье, до чего же она была тупа. Как корова. Нет, даже хуже. Я долго не мог понять, почему она все время таскается за Аннет. А ее тянуло к ней как магнитом. Думаю, временами она просто ненавидела Аннет, и, сказать по совести, было за что. Та вечно издевалась над ее тупостью и неповоротливостью и никогда не упускала случая выставить на посмешище. Фелиция буквально белела от бешенства. Порой мне казалось, что вот сейчас она сомкнет пальцы на хрупкой шее Аннет, и той придет конец. Фелиция была слишком глупа, чтобы пытаться состязаться с ней в остроумии. Но в конце концов нашла аргумент, действовавший безотказно: «Зато я сильная», — говорила она. Когда наконец поняла, я-то знал это всегда, что Аннет завидует ее выносливости. Однажды Аннет подошла ко мне с заговорщицким видом. «Знаешь, Рауль, — говорит, — сегодня мы так разыграем Фелицию, что все просто помрут со смеху над этой дурой».
что это ты надумала?» — спросил я. «Встретимся за сараем, там расскажу». Оказалось, Аннет раздобыла где-то книжку про гипноз. Она поняла там далеко не все, книга предназначалась совсем не для ребенка. Одна из первых работ в этой области, если не ошибаюсь. «Смотри, Рауль». Тут написано «блестящий предмет». Знаешь медный шар на спинке моей кровати? Так вот, он вертится вокруг оси. Вчера вечером я заставила Фелицию глядеть на него. «Смотри внимательно», — говорю, и не отрывай глаз. И раскрутила. Рауль, я даже испугалась. У нее стали такие глаза. Такие странные. Ну, я ей и говорю: «Фелиция, отныне ты всегда будешь делать то, что я тебе прикажу». А она отвечает: «Да, Аннет, отныне я всегда буду делать то, что ты мне прикажешь». Ну, я ей и велела: «Завтра в полдень вынесешь во двор сальную свечку и станешь ее есть, а если тебя спросят зачем, ответишь, что это очень вкусный сухарик». Представляешь? «Да ни в жизнь не будет она есть свечку», — возразил я. «А в книге написано, что будет». Я, правда, и сама не очень-то верю, но, Рауль, вот здорово будет, если все получится. Признаться, мне идея тоже понравилась. Мы предупредили остальных детей, и в полдень все собрались во дворе. В 12 часов, минута в минуту, появилась Фелиция, держа в руке огрызок сальной свечи. И вы бы видели, месье, с каким удовольствием она ее обгладывала. Все были в восторге. То и дело кто-нибудь из ребятни подходил к ней и участливо спрашивал: «Вкусно, Фелиция, правда?» И она неизменно отвечала: «Да, да, спасибо, очень вкусный сухарик». Все так и покатывались со смеху. Мы хохотали так громко, что в конце концов, видно, вывели Фелицию из транса. Во всяком случае, она внезапно осознала, что делает. Озадаченно хлопая ресницами, посмотрела на нас, на свечу, потом снова на нас. «Но что я тут делаю?» Растерянно проговорила она, проведя рукой по лбу. «Обжираешься свечками». Хором воскликнули мы. «Это я тебя заставила», — объяснила Аннет, приплясывая от восторга. Некоторое время Фелиция тупо смотрела на нее, а потом медленно двинулась вперед. «Значит, это ты. Ты выставила меня на посмешище». «Да, я что-то вспоминаю». «Ну берегись, я сейчас тебя убью». Она говорила очень тихо и спокойно, но Аннет внезапно отшатнулась и спряталась за моей спиной. «Рауль, спаси меня. Я ее боюсь». «Фелиция, это же шутка». «Только шутка». «Мне не нравятся такие шутки», — мрачно сказала та. «Понятно. Не нравится. Я тебя ненавижу. Всех вас ненавижу». Потом она вдруг расплакалась и убежала в дом. Думаю, результаты эксперимента напугали Аннет. Во всяком случае, она никогда больше не пыталась повторить его. Но с того самого дня ее власть над Фелицией стала еще сильнее, неизмеримо сильнее. Теперь-то я понимаю, что Фелиция всегда ее ненавидела, но ничего не могла с собой поделать. Ее тянуло к Аннет, и она всюду ходила за ней, как собачка. Вскоре после этой истории мисс Слейтер удалось устроить меня на работу, и я появлялся в приюте уже только изредка, по праздникам. К намерению Аннет стать танцовщицей никто так и не отнесся всерьез,
но с возрастом у нее проявился музыкальный слух и очень красивый голос, и мисс Слейтер позволила ей брать уроки пения. Наша Аннет работала с таким самозабвением, что мисс Слейтер приходилось насильно заставлять ее хоть иногда отдыхать. Однажды она даже призвала на помощь меня. «Я знаю, Рауль, вам всегда нравилась Аннет. Убедите ее себя поберечь. В последнее время у нее появился какой-то нехороший кашель. Вскоре дела заставили меня уехать далеко из тех мест. Я получил от Аннет 2 письма, и все. Последующие 5 лет я провел за границей, а вернувшись в Париж, совершенно случайно набрел на театральную афишу с портретом Аннет Равели. Я тут же узнал ее и тем же вечером был в театре. Аннет пела на французском и итальянском, и пела изумительно. После концерта я зашел к ней в гримерку. Она сразу меня узнала. Рауль!» — воскликнула она, протягивая мне свои изящные, холеные руки. «Вот здорово! Где ты пропадал все эти годы?» Я, конечно, понимал, что вопрос этот чисто риторический и что в действительности моя жизнь ее нисколько не интересует. «Видишь?» Она обвела рукой заваленную цветами комнату. «Я таки добилась своего. Наша добрая мисс Слейтер, должно быть, страшно тобой гордится. Старушка-то. Да ты что? Она ведь, представь, прочила меня в консерваторию. Чтобы все было чинно и благородно. Но я артистка. И только здесь, на сцене варьете, я могу раскрыться полностью». Тут в гримерку вошел приятный немолодой мужчина весьма аристократической наружности. По его поведению я понял, что это покровитель Аннет. Он все поглядывал на меня искоса, пока она не объяснила: «Это же Рауль. Друг детства. В Париже проездом. Увидел мою афишу, и вот он здесь». Он сразу успокоился и стал исключительно учтив и любезен. Уже совершенно меня не стесняясь, достал браслет с рубинами и бриллиантами и защелкнул его на запястье Аннет. Почувствовав себя лишним, я поднялся, и Аннет, украдкой бросив мне торжествующий взгляд, шепнула: «Я сделала это. Видишь? Весь мир у моих ног». Выходя, я слышал ее сухой, отрывистый кашель. Я слишком хорошо знал, что это значит. Наследие ее чехоточной матери. В следующий раз мы встретились только через 2 года. Она бежала от всех, укрывшись у мисс Слейтер. О карьере уже не могло идти и речи. Она буквально сгорала в огне чехотки. Врачи были бессильны. Я никогда не забуду, какой увидел ее в последний раз. Она лежала в саду под каким-то жалким подобием навеса. На свежем воздухе ей было немного легче. Ее уже практически никогда не заносили в дом. На ее впалых щеках пылал румянец, глаза лихорадочно блестели. Она кашляла не переставая, но приветствовала меня таким отчаянно бодрым тоном, что мне стало не по себе. «Хорошо, что ты пришел, Рауль. Ты, наверное, уже знаешь, что они говорят? Что я, скорее всего, не поправлюсь. За моей спиной, естественно. Мне-то, конечно, они говорят другое. Так вот, Рауль, ты им не верь. Чтобы я вот так просто взяла и умерла? Когда меня ожидает долгая и прекрасная жизнь? Не бывать этому. Главное, не сдаваться. Все великие врачи это говорят. А я не из тех, кто так просто сдается.
Я уже чувствую себя гораздо лучше. Несравнимо лучше, слышишь? Она даже приподнялась на локте, чтобы я лучше ее слышал, но тут же рухнула на подушки, сотрясаясь от жуткого кашля. Все ее хрупкое тело корчилось в судорогах. «Кашель — это пустяки», — выговорила наконец она. «И то, что я харкаю кровью, меня тоже не пугает. Я еще сильно удивлю всех этих докторишек. Главное — не падать духом. А я, Рауль, запомни, твердо намерена жить». Все это было так грустно, месье, так грустно. И в этот момент из дома вышла Фелиция Баулт, неся поднос со стаканом горячего молока. Она подала его Аннет и смотрела, как та пьет. На ее лице было написано выражение, которое врезалось мне в память. Это была какая-то смесь превосходства и мрачного удовлетворения. Аннет тоже заметила этот взгляд и в ярости отшвырнула стакан. Он вдребезги разбился. «Вот. Видишь. Теперь она всегда на меня так смотрит. Радуется, что я умираю. Точно тебе говорю, все это страшно ее веселит. Она то здорова, как лошадь. Только подумай, она же ни разу, ну ни разу не болела за всю свою дурацкую жизнь. Ну почему все так несправедливо? На что этой идиотке такое крепкое тело?» Фелиция молча наклонилась и принялась собирать осколки. «Пусть себе болтает», — монотонно забубнила она. «Кому какой вред? Я девушка порядочная, да. Не то, что некоторые. Скоро она попадет в огонь чистилища, а я христианка, так что я помолчу». «Да ты меня ненавидишь», — выкрикнула Аннет. «Всегда ненавидела». «Ха! Да только это тебе не поможет. Я всегда заставлю тебя делать то, что мне надо. Вот если я только прикажу, ты как миленькая будешь ползать передо мной на коленях». «Ни за что», — неуверенно сказала Фелиция. «Будешь. Потому что мне так хочется. На колени. Это я тебе велю я, Аннет. На колени, Фелиция». И, представьте, Фелиция медленно опустилась на колени, прямо в траву. Ее руки были широко раскинуты, а лицо бессмысленно и безучастно. Аннет откинула голову и расхохоталась. Она все смеялась и смеялась, не в силах остановиться. «Ты только взгляни на эту тупую рожу. Господи, ну и зрелище. Все, Фелиция, поднимайся, спасибо. Можешь сколько угодно злиться. Я твоя хозяйка, и ты всегда будешь делать то, что я тебе прикажу». Она без сил откинулась на подушки, а Фелиция медленно поднялась, подобрала с травы поднос и побрела прочь. У крыльца она оглянулась, и мне стало не по себе, столько боли было в ее глазах. Когда Аннет умирала, меня рядом не было, но, как я понял, это было страшно. Она как безумная цеплялась за жизнь. «Я не умру, слышите?» Хрипела она снова и снова. «Не умру. Я буду жить. Жить». Мисс Слейтер рассказала мне все это, когда спустя полгода я приехал ее навестить. «Бедный мой Рауль», — сказала она. «Вы ведь любили ее, правда?» «Всегда», — ответил я, — «всегда». Но на что ей был такой недотёпа? «Прошу вас, не будем больше об этом». Ее уже нет. Хотя она была сама жизнь, прелестная, ослепительная. Мисс Слейтер, будучи женщиной деликатной, тут же заговорила о другом.
В числе прочего о том, что последнее время ее сильно беспокоит Фелиция. Оказывается, с ней случилось нечто вроде нервного срыва, и с тех пор она вела себя как-то странно. «Вы знали?» — спросила мисс Слейтер, немного поколебавшись, что она умеет играть на фортепиано? Я не верил своим ушам. Фелиция и фортепиано. Я готов был поклясться, что она ни в жизнь не отличит одну ноту от другой. У нее, оказывается, способности, продолжала мисс Слейтер. Ничего не понимаю. Я всегда считала ее. Да что уж там. Вы, Рауль, сами знаете, что она всегда была недалекой. Я молча кивнул. А теперь она временами делается такой странной. Не знаю, что и думать. Через несколько минут я стоял на пороге общего зала и слушал, как играет Фелиция. Я узнал мелодию. Эту песню Аннет пела в Париже. Мне стало так грустно, месье. И тут она внезапно бросила играть и обернулась. В ее глазах светились ум и насмешка. На какой-то миг мне показалось даже. Ну, неважно, что мне тогда показалось, месье. «Послушайте», — воскликнула она. «Так это вы, месье Рауль». Очень сложно передать, как именно она это сказала. Аннет всегда звала меня просто Раулем, Фелиция же, когда мы все повзрослели, начала обращаться ко мне не иначе, как месье Рауль. Только теперь она произнесла слово «месье» как-то по-другому. Точно такое чинное обращение по отношению ко мне вдруг показалось ей страшно забавным. «Здравствуй, Фелиция», — выдавил я, — «ты сильно изменилась». «Правда». Задумчиво протянула она. «Странно, очень странно. Однако не принимайте все так уж всерьез, Рауль». «Нет, положительно, я буду звать вас просто Рауль, мы ведь все-таки друзья с самого детства. Жизнь создана для веселья. Давайте лучше поговорим об Аннет, отошедшей в лучший из миров. Или бедняжка угодила прямиком в чистилище? Вы как думаете?» И она принялась что-то напевать. Мелодию я улавливал с трудом, но песня была не французской. «Фелиция!» — воскликнул я. «Ты знаешь итальянский». «Что ж тут такого, Рауль?» Вот никогда не приходило в голову, что я куда умнее, чем хочу казаться, а? Наверное, у меня был страшно растерянный вид, потому что она взглянула на меня и расхохоталась. «Ладно, ладно, Рауль, не мучайтесь. Я объясню. Просто я очень хорошая актриса, хоть никто этого и не подозревает. У меня много ролей, и каждую я исполняю с блеском». Она снова рассмеялась и выбежала из зала, прежде чем я успел ее остановить. Перед тем, как уйти, я решил с ней попрощаться. Но она спала, устроившись в кресле, и громко храпела. Я стоял и рассматривал ее со странной смесью отвращения и любопытства. Неожиданно она вздрогнула и проснулась. На меня смотрели мутные, безжизненные глаза. «Месье Рауль», — сонно пробормотала она. «Да, Фелиция. Я уезжаю. Сыграете мне что-нибудь на прощание?» «Я?» «Сыграю». «Ну вот, месье Рауль, вы опять надо мной смеетесь». «Но как же? Вы ведь играли для меня утром». Она покачала головой. «Играла. Кто же будет учить игре на фортепиано такую бедную девушку?» Она помолчала, словно что-то обдумывая, и поманила меня ближе.
Странные вещи творятся в этом доме, месье Рауль. Кто-то двигает вещи, переставляет. Да, я знаю, что говорю. Это все она, месье Рауль. Кто? Спросил я с некоторой опаской. Аннет. Все она, проклятая. И при жизни меня мучила, и после смерти успокоиться не может. Приходит и мучает. Я внимательно посмотрел на Фелицию. Только теперь я осознал, что она в самой настоящей панике. Ее лицо было искажено страхом. Она злая. Злая, говорю я вам. Она крадет мой хлеб, мою одежду и даже мою душу. Внезапно она вцепилась в мое пальто. Мне страшно, месье Рауль. Страшно, говорю я вам. Я боюсь ее. Нет, не в ушах. Вот тут. Она постучала по своему лбу. Скоро она совсем меня выживет, и что я тогда буду делать? Что со мной тогда будет? Может, вы мне скажете? Ее голос сорвался на визг. В глазах застыл ужас загнанного животного. Неожиданно она лукаво улыбнулась, мигом превратившись в хитроватую крестьянку. Но что-то в этой улыбке заставило меня в испуге отшатнуться. Так вот, месье Рауль, если до этого дойдет, я знаю, что делать. У меня очень сильные руки, месье Рауль, очень. До того я никак не обращал внимания на ее руки. Взглянув на них теперь, я невольно содрогнулся. Вздувшиеся вены, короткие мясистые пальцы. Все это говорило о чудовищной силе. Не могу передать, как нехорошо мне вдруг стало. Такие же руки, наверное, были у ее отца, задушившего свою жену. Это был последний раз, когда я видел Фелицию Баулт. Вскоре я уехал в Южную Америку и вернулся только через 2 года после ее смерти. Кое-что о ее жизни и внезапной смерти я прочел в газетах. Остальное, благодаря вам, месье. Услышал сегодня. Фелиция 3 и Фелиция 4, говорите? Что ж, она была прекрасной актрисой. Поезд начал замедлять ход, и мужчина принялся застегивать пуговицы своего пальто. «А как вы сами все это объясняете?» — спросил адвокат, подавшись вперед. «Не могу поверить, что...» — начал было каноник Парфит и смешался. Доктор молчал, но не сводил глаз с Рауля Летардью. «Мой хлеб, мою одежду и мою душу», — весело напомнил тот, поднимаясь. «Я же говорил вам, месье, что история Фелиции Баулт — это рассказ об Аннет Рейвл. Вы не знали ее, месье». Я знал. Она очень любила жизнь. Уже взявшись за дверную ручку, он внезапно повернулся и, наклонившись, похлопал каноника Парфитта по плечу. Месье доктор говорил недавно, что все это, каноник поморщился от довольно чувствительного тычка в живот, чье-то жилище. Скажите, месье, а что бы вы сделали, обнаружив в своем доме вора? Пристрелили бы его, верно? Нет. Возмущенно вскричал каноник. Только не я. И не в этой стране. Последние слова, однако, прозвучали, когда дверь уже захлопнулась. Священник, адвокат и врач остались втроем.